Кашель не считается большой проблемой. Но если он постоянен, то он может быть признаком одного из видов астмы. И, конечно же, это один из наиболее распространенных признаков этой самой астмы. Некоторые астматики имеют нормальную функцию легких и испытывают кашель и гиперактивность бронхов, то есть чувствительность к раздражителям, сужающим дыхательные пути, без какой-либо одышки, у них нет хрипов. В среднем у 25% людей с хроническим кашлем есть тип астмы, называемый кашлевый вариант астмы. Но если кашель дневной, например, то нередко причина психосоматическая. Человек, постоянно сдерживающий эмоции, особенно затрагивающие сердце, может стать хронически кашляющим человеком с сухим, непродуктивным кашлем. Длительный приступ кашля бывает трудно остановить. При этом в случае астмы приступы кашля, как правило, более часты ночью или ранним утром. Это может быть связано с тем, что с 3 до 5 утра время активности канала легких, а с 5 до 7 энергетического партнера канала легких толстого кишечника. Постоянный кашель очень мешает дыханию, а также считается потерей энергии ЦИ, выбрасываемой наружу с каждым покашливанием. Кроме того, это большая нагрузка, в какой-то степени травматична для нашей дыхательной системы. Поэтому важно останавливать его и уменьшать последствия, а в идеале предотвращать повторение приступа. Кашель – это рефлекторное действие, вызванное раздражением дыхательных путей. Организм пытается очистить дыхательные пути от слизи, грязи и других раздражителей. Чрезмерное дыхание большими порциями вдыхаемого воздуха, особенно при дыхании через рот, делает дыхательные пути сухими и воспаленными, вызывая кашель, который в свою очередь может привести к дальнейшему затруднению дыхания, сухостью, еще большему воспалению, так как при кашле человек вдыхает, как правило, воздух через рот, и именно большими порциями. Ведь когда вы кашляете, вы делаете глубокий вдох, за которым следует принудительный резкий выдох воздуха. Глубокий вдох через рот вызывает охлаждение и высыхание дыхательных путей, так как наружная температура нашего воздуха порядка, скажем, 20 градусов, а внутренняя 37. И воздух, как правило, сухой, а не влажный, как внутри нашего организма. А на выдохе с кашлем выбрасывается большое количество углекислого газа. И эта потеря вместе с сухостью и охлаждением вызывает спазмы бронхиол, что неизбежно приводит к новому приступу кашля и очередному принудительному выдоху. Если вы не прекратите эти циклы, у вас начнется затяжной приступ кашля. Конечно же, если вы серьезно больны, следует обратиться к профессиональной помощи. Но на ранних стадиях приступов кашля вы можете облегчить или даже предотвратить приступ кашля. Что следует знать и как следует при этом поступать? Прежде всего постарайтесь расслабиться и подавить кашель, если это возможно. Вы почувствуете различные ощущения, вызывающие и побуждающие кашель. Ощущение щекотки, першения в горле. Но через некоторое время позывы к кашлю уменьшатся. Также вы можете проглотить слюну. Это глотание поможет обуздать потребность в кашле. Ведь в слюне есть, кстати, моноксид азота, который расширяет дыхательные пути и снимает спазмы. Постарайтесь осторожно и мягко вдыхать через нос, а не через рот. В носовых пазухах также образуется моноксид азота. Дышите тихо и несколько поверхностно. Не пытайтесь выдавить, а тем более отхаркивать слизь. Дышите медленнее и реже, чтобы слизь выходила естественным путем, а не с помощью ваших резких выдохов в виде откашливания. Затем слизь можно проглотить. Она легко и безвредно растворяется в желудочной кислоте. Или выплюньте ее, если позволяют обстоятельства. Что еще важно, если вы не можете сдержать кашель, то, по крайней мере, осторожно кашляйте через нос. После этого восстановите дыхание
И сделайте паузу от 3 до 5 секунд, пока кашель не пройдет. Главное, чтобы вы помнили, что глубокое, большое дыхание и форсированные выдохи, которые происходят во время кашля, только продлевает цикл приступа кашля. Понимание и осознание этого помогает уменьшить приступ. В периоды, когда у вас нет кашля, полезно тренировать задержки дыхания, а также научиться правильному гармоничному дыханию, тихому, медленному, глубокому. Если вы наладите дыхание, то и приступы астмы и кашля постепенно уйдут из вашей жизни. Если не наладите, то никакие техники, тем более лекарства, кардинально ничего не изменят. В дыхательной аптеке я советую во время приступов кашля использовать так называемое углеродное дыхание. Оно помогает расслабить воздуховоды и уменьшить или снять приступ кашля. А между приступами научиться дышать мягко, через нос, медленно и с акцентом на выдох, например, дыханием Вагуса 4-7-8. Я создал также группу «Дыхательная аптека» на Telegram, где вы можете найти единомышленников или друзей по несчастью, чтобы общаться, делиться опытом, мнениями, находками. Правда, многие новички не понимают, что группа не поликлиника и не место, где есть готовые рецепты или люди, которые только сидят и ждут, чтобы дать немедленно ответ на любой вопрос о том, как адресовать ту или иную болезнь или проблему здоровья. Даже и я сам не берусь отвечать в таком формате, это бессмысленно и безответственно. Я создал пространство для общения, а не онлайн-больницу. Но далее есть еще клуб по подписке, где представлены видеоролики с вариантами дыхания и короткими инструкциями, для чего они. И там я пытаюсь по возможности отвечать на вопросы, касающиеся методов прежде всего. А если вопрос простой или есть простой ответ, то дать совет и сориентировать в методах дыхательной аптеки. Если вы не дышите правильно и гармонично и ничего не будете с этим делать, вы обречены. И это касается не только кашля или астмы. Неправильное дыхание неизбежно нанесет вред вашему физическому и психическому здоровью. И оно же способно исцелить практически любую физическую или психическую проблему. Но не методом какого-то хитрого трюка или чудесной тайной техники, а путем освоения собственной дыхательной системы и овладения навыками правильного дыхания. Об этом я расскажусь и поделюсь методами дыхательной аптеки на мастер-классе в субботу, 23 декабря. Регистрируйтесь по ссылке в описании к видео. Если вам интересна тема, вы также хотите помочь родным и близким, кто может нуждаться в таких знаниях, делитесь ссылкой. Подпишитесь на наш канал, вступайте в группу «Дыхательная аптека», ссылка также в описании к видео. Кроме этого, на мастер-классе мы открываем возможность для ранней регистрации на следующий поток курса пробуждения силы по более выгодным ценам. Регистрируйтесь, приходите, будем рады.